Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 9 августа, выпуск промежуточный. Конечно, наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно помнят, что в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже либо в пятницу, либо в субботу. Ну, в последнее время традиционно получается в субботу. Немножко перенесся у нас выпуск с ответами на вопросы. Тем не менее, как успеваю, значит, то есть, вернее, если буду успевать, то сделаю в пятницу. Нет, ну, не обессудьте, выйдет в субботу, 12 августа. Так, теперь также хочу вам напомнить, что перед тем, как задать вопрос, надо написать слово «вопрос», либо поставить знак вопроса, чтобы я обратил внимание. И, конечно же, формулируйте свой вопрос более или менее четко и кратко, потому что зачастую, ну, не зачастую, но бывает попадаются вопросы, которые даже прочитать можно с трудом. Настолько человек не всегда четко формулирует свои мысли. Это абсолютно не проблема наших уважаемых зрителей и слушателей. Я понимаю, что многие в торопях просто пытаются сформулировать, но, тем не менее, постарайтесь сделать так, чтобы наши уважаемые зрители и слушатели понимали, о чем вы спрашиваете, и именно эти вопросы набирают наибольшее количество лайков, и, соответственно, на них я отвечаю. Я просто обращаю внимание, к чему я это говорю, я обращаю внимание, что в комментариях бывает проскакивают очень интересные вопросы, но вот даже просто разобраться, в чем состоял вопрос, надо немножко посидеть и откровенно говоря, разложить по полочкам сам вопрос. Бывает очень, ну, очень емкая формулировка. Пожалуйста, более концентрированно пишите вопросы, и я уверен, будут они набирать лайки, и будет у вас возможность получить ответ на свой вопрос. Большое спасибо, что выслушали. Лайки и комментарии с добрыми словами, конечно же, приветствуются. И начнем. Ну, сегодня Россия в огне. Сразу несколько техногенных катастроф в Московской области, скажем так, производство пиротехнических изделий очень крепко горело и взорвалось, а потом горело. Пожар в Махачкале, вообще много пожаров сегодня по России, горит военная часть, горят жилые дома, горят склады. Такой денек, честно говоря, напряженный. Ну, надо понимать, что к этому, собственно говоря, все и идет. Здесь не только и не столько состояние войны играет роль. Сегодня, насколько я понимаю, в большинстве случаев проблема была не в беспилотных летательных аппаратах, которые с той или иной с той или иной частотой и эффективностью использует украинская сторона. Нет, сегодня по большей части это безалаберность и чиновников, которые не следят за противопожарной безопасностью, и, собственно говоря, людей на предприятиях, которые работают с наплевательским отношением к мерам безопасности, и к халатности людей, которые служат в армии, и еще многие-многие-многие проблемы, и наш с вами любимый ЖКХ, который, извиняюсь, компасирует мозги, если не сказать хуже, на протяжении уже многих лет, и все хуже и хуже дела обстоят в этой области. Э, К чему идем, да? Идем к большой-большой катастрофе, которая ведет нас этот режим. Конечно, предпринимаем все усилия для того, чтобы предотвратить развитие этого режима. Более того, предпринимаем не просто все, а просто титанические усилия для того, чтобы этот режим пал как можно быстрее, надеюсь, скорым результатом. Теперь перейдем к другой теме. Другая тема не менее животрепещущая и не менее драматична. Извиняюсь, рубль падает. Рубль падает и падает в какую-то
совсем такую интересную пропасть. Мы об этом предупреждали, наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно об этом знают. Предупреждали многократно, говорили об этом на протяжении некоторого времени. И совсем недавно мне задавали вопрос по поводу девальвации рубля. Мы обсуждали более-менее подробно и в ответах на вопросы. И вот никогда так не было, и вот опять, да. Рубль падает. Рубль падает. На сегодняшний день 97,5 рублей за доллар и 107 рублей, или даже уже 108 за евро. К чему это ведет? Ну, в первую очередь, это, конечно, инфляция. Подорожают все импортные товары. Если в прошлом году на ура как это правильно сказать, наверное, с бурными аплодисментами, да, рассказывали, насколько замечательно, когда нет импортных товаров. Ну, оказалось, что отечественными товарами перекрыть все абсолютно так точно невозможно. Импорт все же нужен. И вот этот год показал сюрприз. Сюрприз, конечно, в кавычках. Все это было ожидаемо. Вы помните насчет прогноза Набиуллиной, о котором мы рассказывали, насчет пушного зверька, который должен подкрасться как раз в сентябре. Это дыхание этого зверька уже можно, уже можно ощущать. Извиняюсь, российская экономика ощущает дыхание этого зверька уже в полной мере. Конечно, импорт. Конечно, импорт требует валюту, причем без разницы. Доллар, евро, юань, все это комплексно влияет на курс рубля. Мы с вами прекрасно понимаем, что свободно конвертируемые валюты поэтому и называются именно так, что их можно конвертировать свободно, а рубль конвертировать свободно. Равно как и индийскую рупию, которые наградили российское руководство коллеги из Индии. Ну, с этими валютами ничего особо не поделаешь. Там говорят, говорят в экономическом блоке правительства, что рубль слаб как никогда. Это, конечно, раскрутит маховик инфляции, импортные товары взлетят в какой-то совсем космос. Сказать, что можно будет перебиться отечественным более-менее качеством, так как наши уважаемые зрители и слушатели, вы прекрасно знаете, что отечественного более-менее качественного сегодня практически не найти. И те единичные товары, да, единичные торговые марки, которые на общем фоне выглядят очень даже ничего, но это скорее исключение из правил. Президент России Владимир Путин и его правящий режим ведет уверенно страну в глубочайшую жопу. Извините за выражение. Вы знаете, насколько я не люблю грубые выражения, но тем не менее, другими словами охарактеризовать нынешнюю ситуацию, к сожалению, не могу. Марширует прям широкой поступью. К чему, к чему это все приведет, мы увидим уже в ближайшее время. Я надеюсь, что большую часть катастрофы удастся избежать. Удастся заблокировать многие решения, на которые готов президент России, и таким образом предотвратив основную часть катастрофы. Я уверен, что если к власти придут, если и когда, многие делают мне замечания, но я все-таки оговариваюсь, если и когда к власти придут силы, которые поведут Россию по демократическому пути развития, те силы, которые мы поддерживаем, и которые мы всеми своими силами, извините за тавтологию, пытаемся привести к власти в России. Тогда, конечно, большая часть катастрофы отойдет на второй план. Даже не на второй план, она уйдет в небытие. Мы сделаем все возможное для того, чтобы сгладить любые экономические проблемы, которые, конечно же, возникнут в ближайшее время. К сожалению, не обойдется без больших потрясений, потому что эта власть уже довела, что называется, до ручки и экономику, и финансовую систему, и, к сожалению, какое-то время придется из этой задницы выкарабкиваться. Тем не менее, в ближайшее время рубль будет падать, основная валютная корзина, как это говорят экономисты, будет дорожать. Мы давным-давно, на протяжении довольно долгого времени,
предупреждаем наших уважаемых зрителей и слушателей, что лучше иметь, если у вас есть деньги, лучше, конечно, иметь запас в различных валютах. Это и доллар, и евро. Возможно, у наших уважаемых зрителей и слушателей, которые проживают недалеко от китайской границы, есть накопления в юанях. Тоже не самая плохая на сегодняшний день валюта. Тем не менее, не настолько стабильная валюта, как доллар и евро. Доллар вообще можно считать эталоном, да? Весь мир равняется на доллар. Кто мы такие, чтобы этому противостоять? Мы же не российское правительство, которое упорно рассказывает о том, что доллар это всего лишь бумажка, а рубль это ничего себе. Ну, к сожалению, как показывает практика, это далеко не так. Доллар является основной резервной валютой во всем мире. И с этим, конечно, упорно борются очень многие. Но, тем не менее, мы видим, что пока доллар хоть и теряет позиции, все же крепок. И все равняют свои цены, свои валюты все равно сравнивают с долларом. Так, немножко похвалил доллар, но это, конечно, это, конечно, не основная часть нашей программы. Основная часть это, конечно, в комментариях к этому ролику ваши вопросы, которые я всегда с большим удовольствием читаю и всегда с большим удовольствием отвечаю на них. Поэтому оставляйте вопросы. Я надеюсь, вы помните и знаете, что мы вас любим. Это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Перемены впереди. Я надеюсь всей душой и уверен, что перемены приведут к лучшему. Да, будет тяжелый период, но, тем не менее, лучшее, конечно, впереди. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго, до свидания.